Сити интересен Тони Кросс. Скандал в серии А. Осимхен в Челси. Кандидаты на пост тренера Реала. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом выпуске. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Реал рассматривает 3 бывших игроков на замену Карло Анчелотти. Мадридский клуб готовится к потенциальному уходу тренера в 2024 году. Рассматриваются 3 кандидатуры в следующем порядке: Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа и Рауль. Вариант с возвращением Зидана не исключается, но сейчас не рассматривается всерьез. Вест Хэм вновь задумался о подписании Харри Магуайра. По сведениям ESPN, зимой лондонцы могут предпринять новую попытку договориться о трансфере защитника. Утверждается, что Манчестер Юнайтед не станет препятствовать заключению сделки. Отчасти интерес Вест Хэма к футболисту сборной Англии связан с тем, что Курт Зума в январе может быть продан в Саудовскую Аравию. Манчестер Сити намерен заключить новый контракт с нападающим Эрлингом Холландом. Горожане собираются убрать опцию выкупа в новой сделке норвежца, которая сейчас составляет 173 миллиона фунтов стерлингов. Так Сити хочет обезопасить себя от потенциального перехода Холланда в Реал или в Барселону. ВАР могут начать использовать для назначения штрафных и угловых. Кроме того, после скандала в матче Тоттенхэма и Ливерпуля предлагается выводить в прямой эфир переговоры арбитров с ВАР. Судьи должны будут объяснить, почему принято то или иное решение, сообщает The Guardian. Прямая трансляция разговоров между официальными лицами на поле и ВАР запрещена футбольным законодательством, но Марк Буллингем, который является директором Совета Международной футбольной ассоциации, который имеет право вносить изменения в законы, сказал, что организация обсудила этот момент. Пункт могут обновить так, чтобы дать судьям возможность исправить ситуацию после явной ошибки, если с момента возобновления игры не произошло существенных событий, важных для хода матчей. Челси добавил Виктора Осимхена в свой список возможных трансферов в январе, сообщает ESPN. Клуб ищет центрального нападающего и следит еще и за 27-летним игроком Брентфорда Айваном Тони. Оба футболиста также вызывают интерес у Арсенала. На данном этапе неясно, будут ли лондонские клубы делать официальное предложение по Осимхену в январе. Многое может зависеть от того, как пройдут переговоры по поводу Тони. Барселона следующим летом может активировать отступные за полузащитника Лейпцига Дани Ольмо. Об этом сообщает Bild. По информации источника, Ольмо заинтересован в смене клуба в ближайшем будущем. Сумма отступных по действующему контракту испанского футболиста составляет приблизительно 65 миллионов евро. Манчестер Сити рассматривает возможность подписания полузащитника мадридского Реала Тони Кросса. По информации Mundo Deportivo, Сити хочет договориться с Кроссом о переходе летом 2024 года, когда игрок станет свободным агентом. Источник также отмечает, что английский клуб готов платить немцу 13 миллионов фунтов в год. Полузащитник Ромы Никола Залевский может стать еще одним футболистом серии А, которому будут предъявлены обвинения в совершении ставок на спортивные матчи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, журналист Фабрицио Корона, ранее сообщивший, что обладает доказательствами, подтверждающими, что итальянские футболисты Тонали, Дзаньоло и Фаджоли играли на ставках, заявил на своем сайте, что Залевский является еще одним игроком, совершавшим ставки на спортивные события на нелегальных платформах. Ранее Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии для того, чтобы принять участие в допросе по данному делу.
Защитник каталонской Барселоны Маркос Алонсо может вернуться в АПЛ, где выступал за Челси. В услугах опытного футболиста заинтересована бирмингемская Астон Вилла. Наставник команды Унаи Эмери лично настаивает на переходе 32-летнего латераля. Вингер мадридского Реала Родриго подпишет новый контракт с королевским клубом, сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, новое соглашение с футболистом будет рассчитано до 2028. Ранее Скира сообщал, что в контракте будет прописана сумма отступных в 1 миллиард евро.